Отбор был не настоящим. У нас исторически, когда зрителям дают слово, они выбирают фигню. Ничего и не светит. И что она, как говорится, как пушечное мясо едет. Неужели вы думаете, что Антон Беляев настолько глуп, что он не понимает, что его музыка совершенно не формат для Евровидения? Весь чат был забит сообщениями «Free Навальный». И мы абсолютно прекрасно и точно понимаем, почему не было в лайнапе таких артистов, как Егор Крид, Моргенштерн, потому что никто не собирается и не будет участвовать в этом фарсе. Little Big оставили как козырь. Сразу, как только она выступила, я сказал, Манижа должна ехать. Сейчас окажется, что клип еще случайно уже снят. И очень давно, да? 140 с чем-то миллионов человек. У нас что, нету талантливых артистов? Я просто считаю, что это сфабрикованный национальный отбор. Это сфабрикованный национальный отбор, отбора не было. Я это сказал 3 ролика назад. Это мы увидели и сейчас, собственно, по результатам. Я не буду ничего здесь монтировать, постараюсь. Потому что я хочу это все скопом сразу сказать на эмоциях, как говорится, на крыльях только что прошедшего национального отбора. Это Рамузыка, привет. Мои сальные волосы. Мы только что были в прямом эфире на первом месте в трендах. Меня взял интервью Дождь по поводу шансов России на Евровидение. И я просто на нервах, на бомбеже сейчас вам выскажу все, что я думаю. Потому что то, что мы увидели, это было полное позорище, это была полная подставуха и высоска бабла из людей. Поехали. Евромижен. Привет, ребята, это канал Рамузыка. Меня зовут Рамин. Ну что ж, закончился национальный отбор. Поздравляем Манижу, который отправится на Евровидение. Мы, собственно, со своим критическим мышлением на канале Рамузыка после всех заявок стало очевидно для меня лично, я это сказал в прямом эфире. Мы начали за час до отбора и закончили после него, после оглашения результатов. Я сразу сказал, что единственная заявка, которая из этих хоть как-то может подойти к Евровидению, это Манижа. О боже мой, и так и получилось. О господи, как великолепно. Манижа случайно, по счастливой случайности, 8 марта 2021 года выпустила эту песню, выиграла с ней путевку в Евровидению, описала она ее 8 марта 2020 года, ровно год назад. И в этот женский день песня с названием Russian Woman удивительным образом получила первое место, и как только огласили на Первом канале участника, который занял первое место, сразу же появилась огромная статья на 15 тысяч знаков на сайте Eurovision.tv с полной историей жизни Манижи, с объяснением, откуда эта песня и что она значит. Вы прекрасно понимаете, к чему я веду. Отбор был не настоящим. Вот это голосование куцое. Мы даже пошутили в эфире, когда Яна Чурикова сказала: мы сейчас голосование закрываем, сейчас будет выпуск новостей. Ой-ой-ой. Нет, мы продолжаем голосование. Я сразу же в эфире пошутил, говорю, там, наверное, бабосики полились вот так вот. Первый канал не ожидал, что аж решили продлить голосование. Посмотрели новости, пришли, и выиграла Манижа. И по какой-то невероятной, абсолютно случайности всем участникам остальным было по их лицам видно, что они даже не хотят там находиться. И тут, значит, до Манижи доходит очередь, ну, сказать последние слова перед результатами. И как бы времени нет, они говорят: Манижа, извини, время поджимает, ну, потом. И Манижа такая: ничего, я потом скажу. И тут случайно она выигрывает, и не появляется слово, чтобы сказать свои благодарности. О боже, какое невероятное совпадение. Понимаете? И в зале сидел Филипп Киркоров, который высосал 15 минут эфира, как я и, собственно, и сказал. Наталья Гордиенко вообще не выступала, он просто ее привел туда. Такое чувство, что она уже 3 дня с ним ходит, в том же парике, в той же одежде, на разные эфиры, на разные программы. Вот Филипп молодец, короче. Ему вообще плевать. Он, если берется за артиста, пофиг вообще. Россия, Украина, Молдова, он везде будет пропихивать этого артиста. Я не знаю, я вот не понимаю, у нас 150 миллионов человек, ну, после короны, может быть, меньше. 140 с чем-то миллионов человек. У нас что, нету талантливых артистов? Я вообще не считаю. Люди, которые вылизывали, значит, интернет счастливыми посланиями о том, что наконец-то впервые за 9 лет в России будет национальный отбор. Но нет национального отбора. Даже когда участников представляли, и они говорили: мы так рады участвовать в этом отборе. И Яна Чурикова со сцены говорила, что типа: вау, какие потрясающие конкурсанты, у нас получат шанс выиграть. Да нету конкурсантов. Вы выбрали этих конкурсантов. Люди не выбирали. И люди, наши любящие терпеть жители прекрасной страны Россия, смирились, как обычно, и с этим. То есть мало того, что их заставили за деньги отправлять смс-ки за участников, которые, естественно, переведут в благотворительный фонд. Никто это никогда проверять не будет. Мало того, что их заставили платить за голосование,
так еще и заставили платить за голосование только за тех, кого им представили. То есть не люди выбирают, а выбрал уже Первый канал, нам осталось только выбрать. Причем по счастливой случайности песня Манижа была последней. Собственно, самая яркая, более-менее песня была самой последней. Последние номера всегда запоминаются, и это двух Маш, две Маши. Я их особо не слушал, но мне сказали, что их обычный контент, обычная музыка намного лучше, чем то, что было на Евровидении. Поправьте меня, если я не прав, в комментариях. Что это за вака-вака-лока была испанская, половина по-испански, половина по-русски, просто песня ради песни. Никакой хитовости, ничего, никакого вообще, никакой субстанции внутри не было. Это бессмысленно было слушать. Люди такие еще, о, если поют две Маши, это будет, значит, вторые тату. Никакого намека на какое-то сексуальное напряжение между ними. Никакого намека на то, чтобы было что-то, что можно развить на сцене, не было. Антон Беляев выпустил потрясающую, атмосферную, очень интересную песню. Но это самобытная инди, такая композиция, которая мало кому нужна. Он потрясающий артист, талантливый чувак. Он делает классную музыку. У него есть классное шоу «Лаб», где-то там на Яндекс.Эфире или еще где-то. Это все классно, но это все не формат Евровидения. Это была унылая песня, ее поставили в самом начале, чтобы люди, конечно же, в перспективе увидели, о, третья песня лучше. Причем голосование прошло за секунду. Нам сказали, о, результаты подведены, какой-то чувак вышел, сказал, голосование было настоящим. Потому что люди уже нахватались честности на проекте «Голос». И все, и нам сразу же показали табличку, ура, Манижа выиграла, все. Понимаете, обычно, когда голосование настоящее, это, конечно, так себе довод, но все равно, когда голосование настоящее, его мусолят полпрограммы, потому что это надо посчитать, это надо все. А тут вот между тем, как Яна Чурикова сказала, что голоса посчитаны и огласили результаты, прошло 2 минуты просто. Вот. Я не понял, что это было. И там, знаете, с небольшим таким разрывом быстренько столбики взлетели, то есть мы даже не успели посмотреть. Я где-то сохранил, я сохранил себе на телефоне. Тiermates получил 25%, две Маши 35,7% и Манижа 39,7%. То есть такое, знаете, относительно честное голосование. Но не могло такого быть. У нас исторически зрители, мы не будем считать Билана в 2008 году, у нас исторически, когда зрителям дают слово, они выбирают фигню. Это было со всеми, кто у нас ездил. И все они выступали неудачно. Потому что зрители, зрители, которые смотрят национальный отбор и которые потом смотрят Евровидение, это разные люди. Люди, которые смотрят национальный отбор, очень вот именно на свой счет все принимают. Им кажется, что вот, это наша честь, нам нельзя опозориться. Они выбирают хорошую песню. Зрители выбирают хорошую песню. У нас нету такой вовлеченности в Евровидение, как у Швеции, например. Когда она понимает, это их как национальный праздник, они знают, что надо на Евро. Они знают, что надо выбирать. Какая должна быть хитовость у трека, что должно быть интересного, захватывающего. И артисты готовят соответствующие треки. У нас же в России, у нас люди обычно выбирают классную песню. И по идее вы должны были выбрать Антона Беляева. Он бы поехал, и опять бы проиграл, и опять бы зрители обвинили. Понимаете, вы выиграли. А тут поедет Манижа, то есть это даже не трек. Это было заведомо две позорных песни. И песня Манижи. Причем песня Манижи, позорных я имею в виду в плане Евровидения. То есть мы на канале Рамузыка тем отличаемся, что мы все рассматриваем в контексте Евровидения. Здесь была дурацкая совершенно композиция. Но она единственная из... То есть это конкурс Евровидения, это конкурс соперничества. Мы выбираем из того, что есть. Мы не выбираем классную композицию, мы выбираем лучшую из худших, по сути. У Манижи есть какой-то вариант разгуляться. Какой-то вариант где-то там покричать на зал. Там есть какой-то национальный такой вброс. Какие-то вдруг петардовые, знаете, были огни подключены. То есть все это, знаете, заготавливалось заранее, очень хорошо. Это было очень круто. Плюс я вам рассказывал про политические проблемы, собственно, да. Вы все прекрасно знаете про митинги, про все, что проходит в нашей стране. И это железно, посмотрите мой прошлый ролик, который выходил недавно, я помещу куда-нибудь подсказки. Железно говорит о том, что мы не выиграем в этом году. Мы не выиграем в этом году абсолютно точно. Из-за вот этих проблем. Да, конкурс не политизирован, но так же, как и вы, подписчики, все принимаете на свой счет, когда я говорю что-то про песни определенных стран. Вы же сразу говорите: русские обсирают Украину, русские обсирают там Польшу. Также и страны, и главы стран, и главы делегаций. Понимаете, когда что-то происходит политическое в России, нечестное по отношению к другим странам, страдает участник из Евровидения. Так было с сестрами Толмачевыми, так было с Полиной Гагариной тоже, которую освистывали там, хотя, казалось бы, шикарно спела, уже был беспроигрышный вариант. Поэтому, по сути, когда никто не хочет ехать, едут те,
кто хочет. Манижа уже несколько лет хотела поехать на Евровидение, она вбрасывала несколько лет назад, что типа я еду на Евро, даже когда это было неправдой, по-моему, Лазарев тогда поехал. Я еду на Евровидение, она просто тупо наврала в своих соцсетях, а потом оказалось, что она пошутила. Вот она просто очень хотела, ей очень надо, и вот она очень и поедет. И она сделает все, чтобы победить, она будет говорить все, что ей скажут, потому что вот хочет она на Евровидение, да, она самобытная, она интересный артист. Возможно, как в ситуации с Джамалой, например, это может выстрелить, если песня покажется слишком самобытной. То есть получилась такая стилизация частично с народной музыкой. То есть, если у группы Go Away из Украины там чисто народная музыка под современную аранжировку, народная песня, то здесь получилась такая стилизация. Мол, Russian Woman, тут плюс еще феминистический настрой, плюс 8 марта. То есть, мы надеемся, что это выиграет, но мне абсолютно я недоволен этим выбором. Это просто, это черти что. Это черти что. Это шлак, это трэш в первую очередь. И уже услышав эти песни, мы абсолютно прекрасно и точно понимаем, почему не было в лайнапе таких артистов, как Егор Крид, таких артистов, как Моргенштерн, потому что никто не собирается и не будет участвовать в этом фарсе. Там была какая-то панель экспертов разных, журналистов, никому не дали слова, никто ничего не сказал. Зачем они там сидели, просто типа для картинки? Подождите, неужели вы думаете, что никто из участвующих в отборе там ничего не понимал? Даже в группе «Две Маши» была артистка, которая 1000 лет уже как бы варится в этой всей поп-музыке, и уже как-то пробовала, и была у нас в шоу-бизнесе в составе какой-то группы, и, по-моему, даже пыталась как-то отобраться на Евровидение. Неужели вы думаете, что «Две Маши» не понимают, какая песня нужна на Евровидении? Неужели вы думаете, что Антон Беляев настолько глуп, что музыкант все-таки, отличный музыкант, прекрасный артист, что он не понимает, что его музыка совершенно не формат для Евровидения? Я понимаю амбициозность артистов, которые как бы хотят поехать на Евровидение, если их позовут. Потому что, глупо отказываться, грубо говоря. Но участвовать в отборе, неужели вы... Я уверен, что все прекрасно понимают. И Манижа прекрасно понимает. Она прекрасно понимает, что в этом году ничего и не светит. И что она, как говорится, как пушечное мясо едет в этот Роттердам. То же самое было и с Юлией Самойловой. То есть, понимаете, когда никого не послать, и когда нет смысла кого-то слать, и нет шансов ничего, послали Юлию Самойлову, да, просто для жалости. Там были хотя бы какие-то попытки создать хит, помните? After the night, there's a light, and at the darkest time my brain is burning. Второй раз даже не старались, когда поехал вот этот царь горы, это уже никому нахрен не надо было, это просто какой-то был стёб как будто над самими собой. И я считаю, что Little Big оставили как козырь. Я считаю, что у Little Big действительно есть сейчас момент, эффект Билана небольшой, потому что они поучаствовали как будто в конкурсе, по факту они не участвовали, и остались настолько любимые и настолько ожидаемые людьми. У нас тут котировки у букмекеров упали в России, сразу же по России, потому что перипетии вот эти внутри страны никому не интересны, потому что в Европе ждали Little Big. Им было вообще непонятно, что отбор, наверное, Little Big пошлет. Little Big не послали, все, ваши ожидания, ваши проблемы. Сразу же котировки все упали, деньги перестали люди ставить, понимаете? Но Little Big, у них остался эффект Билана, то есть их ждут с позитивом, с позитивным настроем. Это можно их послать в следующий раз. Поэтому Илья Прусикин очень осторожно со сцены, формулировки это все сейчас в шоу-бизнесе, в телевидении, сказал, что мы решили не представлять Россию на Евровидении 2021 года. Вместе с Первым каналом мы это решили. То есть ни с кем они не поругались. Они решили, я думаю, это стратегический шаг. Они такие, ребят, зачем? Какой смысл, если сейчас... то есть нет шансов ехать, нет смысла ехать. Давайте вы просто не поедете. И все, и мы вас как бы прибережем, потому что вы слишком хороши. Сейчас обстановка изменилась, она накалилась. Вы прекрасно видели представление песни Натальи Гордиенко на ютубе. Филипп Киркоров там замутил прямой эфир. Он замутил его в инсте, но на ютубе тоже был на канале Натальи прямой эфир с релиза песни. И весь чат был забит сообщениями «Фри Навальный». Вы понимаете? То есть, что все даже на Киркорова выливается. То есть, возможно, еще и Молдова пострадает по этой причине. То есть сейчас положение у нас шаткое, как у участника Евровидения. Как бы не было тяжело признавать еврофанам эту ситуацию, но это очень влияет на наши шансы участия на Евровидении. Поэтому, я думаю, решили приберечь Little Big и оставить их как бы у себя в заначке.
Просто мы как-то пытались, помните, мы высылать Полину Гагарину, шикарно спела, восхитительно, такая песня была, такое голосище, что ничего нельзя было против сказать. Но была все равно политическая ситуация такая, что не получилось первое место. Не получилось. Нравилась всем песня. Но вот, получается, потратили впустую Гагарину. Поэтому все зрители и хотят Гагарину второй раз. И этого Лазарева третий раз. Потому что понимают, что как бы песни делают хорошие, артисты хорошо поют, вокал есть, все есть. Но мешают какие-то внешние факторы. А они всегда мешают. Так же, как и мешает пристальное внимание в политическом плане, также другим странам мешает вообще отсутствие внимания к ним, как к таковым, к этим странам. Поэтому их песни постоянно пролетают. Вот такая вот ситуация. Что вы думаете? Я считаю, что это был абсолютно фейковый отбор. Вы просто отправили свои бабки впустую. И это абсолютно все было сделано нечестно. По сути, Первый канал нам сказал: вот, вам 3 песни, но мы вот это вот выбрали. Если что, ну вы там это... Мы ее выберем. И все. Пока было голосование, меня позвал Дождь к себе в эфир. Высказаться тоже, что я думаю по этому поводу. Я, в принципе, все вам в этом ролике сказал. Но можете зачекать у них на канале. Было очень неожиданно. Мы тут все тряслись. Запись прямого эфира с нашего просмотра национального отбора тоже осталась. Посмотрите, если что. Я думаю, это все. Давайте высказываться, свои мысли высказывать. И будем ждать клип. Не знаю, будем ждать клип, я хрен знает, будет ли клип. Сейчас окажется, что клип еще случайно уже снят. И очень давно, да? Посмотрим на продакшн клипа. Ну все, давайте, это была Рамузыка. Подписывайтесь, ребят, впереди много очень интересного и много движухи по поводу Евровидения. Походу, нас ждет трэш, нас ждет звездец. Все, я жду вас. Пока, увидимся. Боже, мое горло. After the night, there's a light, and at the dark time a flame is burning. It shines so bright deep in the night. Love is alive.